Всем привет! Хочу поделиться парой своих мыслей, ну, как бы с вами. Смотрю на мобилизацию в России и, честно говоря, охуеваю. Да, я буду ругаться матом, вот, так что сразу детей можно удалить. Охуеваю с инертности вообще вот этой вот биомассы. Слушаю перехваты там, ну вот человек конкретно говорит, ему сын говорит: я воюю тут полгода, папа не едь сюда. Он говорит: ну, если шо, куда же я денусь, получу повестку, значит надо будет ехать на убой. И я, честно говоря, не понимаю вас вообще. Я никогда не считал, что украинцы и россияне это, ну, как какой-то некий один народ, вот этот вот, непонятный вообще. Но теперь я просто убеждаюсь в этом с каждым днем все больше и больше. Мы с вами не то что разные. Ребята, у вас приняли вот эти уебанские законы, да? Эм, ну, 10 лет за дезертирство, за сдачу в плен самовольную, ну, вот это вот все. Вот я вам говорю, если бы у нас в Украине приняли бы хотя бы один из этих законов, не все там, сколько их, 4 или 5, а один, у нас бы на улицах было полстраны сейчас уже. Уже бы подавали эти депутаты пиздоватые, которые за такое проголосовали, их бы уже выносили, сука, на носилках с Рады, понимаете? А вы терпите. А вы терпите, терпите и продолжаете терпеть. Вот Дагестан борется. Ну, мое уважение. Хотя большой вопрос, где же вы были раньше полгода? Что же вы раньше молчали, да? Как бы сейчас, когда в ваш дом постучалось, ну, по крайней мере, вы перестали молчать. Вот. Честно говоря, я думал, что остальные россияне будут, ну, как-то более живенько реагировать на это все, на мобилизацию, на законы, на закручивание гаек, на бесправие, на то, что вас превратили в абсолютно бессмысленную биомассу, от которой требуется только одно – никуда не лезть и слушаться. Вот если ты будешь никуда не лезть и слушаться, делать то, что тебе говорят, не ходить ни в коем случае на митинги, ходить на путинги там за 600 рублей и не лезть, как они сейчас, как они все любят говорить. Я не лезу в политику, я новости не смотрю. Это, конечно, полное вранье, но такая вот отмазочка. Вот, понимаете, вот эта вот поговорка «моя хата с краю», она ведь не украинская, как выясняется, она российская. Все российское общество живет по принципу «моя хата с краю». Ну, все не все, но процентов 80, как оказывается. Кто-то из страха, кто-то потому что так удобнее и комфортнее. Но, ребята, когда война постучится конкретно в вашу дверь, у вас будет выбор. Или уйти жить в землянку, ну, я образно говорю, но тем не менее. Либо поехать в Украину. Но в Украину поехать, это здесь только два варианта. Либо смерть, либо плен. А так как у нас обменный фонд уже огромен, то сейчас, ну, как бы, я так слышал, что не особо ребята сильно хотят брать в плен. Так, если уж, ну, там, ну, как бы, особо к этому уже никто не стремится. При Харьковском наступлении просто сдавалось столько людей, что их не знают теперь вообще куда девать. Понимаете? Поэтому вас просто будут убивать методично. А потом вас будут есть свиньи или собаки. Если вы готовы, ну, вперед из песней. Если вы готовы просто отдать свою жизнь на съедение свиньям. Вот, чтобы вас сначала убили украинские воины, а потом доели свиньи, птицы, собаки, черви. Если вы готовы отдать свою единственную неповторимую жизнь на это, милости просим. Вас тут утилизируют очень быстро. Вывозить, правда, не успевают нихуя, но это уже другой вопрос. У нас эти рефрижераторы забиты просто полустанки этими рефрижераторами с мертвыми россиянами, которые реально вот там вот лежат в холодильниках. И они нахуй никому не нужны. И не нужны своему командованию, потому что за каждого убитого командованию придется отдавать по 7 миллионов рублей. Но неужели вы всерьез считаете, на полном серьезе, что кто-то хочет отдавать вот так за здорово живешь? А представьте 10 человек, 70 миллионов, 100 человек, 700 миллионов, 1000 человек, продолжаем считать. И, ну, это огромные деньги просто. И учитывая уровень воровства и коррупции в российской армии, конечно, никто, ну, забирать их не будет. И как бы я, честно говоря, даже не знаю, что с ними будет. Я думаю, будут определять личность и сжигать, составлять акты смерти, и потом родители там смогут по запросу этот акт о смерти получить. Но все это очень грустно, ребята. Косите от мобилизации, бляха, бегите куда можете, потому что ничего хорошего вас тут не ждет.
Это первое. И второе, я думаю, что со мной согласятся тупо все. Путин никогда не подпишет капитуляцию. Это невозможно. И если он не подпишет капитуляцию, он будет идти до конца. И все это закончится грустно. Все это может закончиться крайне грустно. И теракт на атомной станции – это вполне реальная перспектива. Вот. И как будут развиваться события дальше, несложно предугадать, что ли. Впрочем, я об этом написал книгу. Ее можно скачать бесплатно. В закрепленном комментарии будет ссылка. Вот. Книга жесткая, строго 18+. В общем, пожалуй, все. Слава Украине!